Привет, ребята! Вы на канале Лило Мики. 7 чудес света нашего времени. Сегодня на канале Лило Мики я познакомлю вас с 7 чудесами света нашего времени. Великая Китайская стена. Великая Китайская стена была построена как символ единства и мощи страны. Является крупнейшим памятником архитектуры человечества. Великая стена проходит по Китаю на протяжении 8500 километров. Строительство стены началось в III веке до нашей эры, когда правил первый император Цинь Шихуанди. Строили стену 10 лет. Рабы, крестьяне, многие погибали. Люди испытывали нехватку питьевой воды, еды. Погибали также от эпидемий. Но строительство не прекращалось. Сначала строили стену 300 тысяч человек. Но под конец ее возведения число работников достигло 2 миллионов человек. Это искусственное сооружение считается самым длинным в мире. Строительство легендарной стены было закончено в 1644 году. Она состоит из множества ступенек, которые ведут то вверх, то вниз. Зимой эти ступеньки покрываются льдом, что делает прогулку небезопасной. Тадж-Махал. Тадж-Махал находится в Индии, в городе Агра. Это мавзолей-мечеть. Строился в течение 22 лет. Строительством руководил император великих монголов Шах Джахан. Здание мавзолея сделано из белого мрамора и украшено полудрагоценными камнями. Благодаря белому мрамору и полудрагоценным камням мавзолей может изменять цвет в зависимости от времени суток. Днем на фоне голубого неба он ослепительно белый. На рассвете становится розовым. В вечернее время Тадж-Махал становится фиолетовым, а ночью он становится серебристым. Это завораживающее зрелище кажется по-настоящему волшебным. Чичен-Ица. Чичен-Ица находится в Мексике. Чичен-Ица – это древний город, который находится на полуострове Юкатан в Мексике. На этих местах проживали жители индейских племен майя и тольтеки. Полуостров Юкатан сложен из известняковых пород. Здесь практически нет рек, мало озер, но недостатка чистой пресной воды жители полуострова не испытывали. У них были естественные колодцы. Название города на древнем языке майя как раз и означает «место у колодца племени Ица». Самое знаменитое сооружение Чичен-Ицы – пирамида Кукулькана. По лестнице можно попасть на вершину пирамиды, где расположен храм. В нем находится жертвенная фигура Чакмол и ягуаровый трон, который был окрашен в красный цвет. На сторонах пирамиды 9 террас. В древности пирамида выполняла функцию календаря. Высота пирамиды 30 метров, длина ее сторон 55 метров. С 4 сторон к вершине пирамиды ведут лестницы, в каждой по 91 ступени. Общее количество ступеней вместе с платформой 365, как и количество дней в году. В 2005 году пирамида Чичен-Ицы была признана ЮНЕСКО одним из новых 7 чудес света. Статуя Христа Искупителя. Статуя находится в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Расположена на горе Корковаду. Огромными распростертыми руками, пытаясь обнять весь мир, даровать ему спокойствие и благоразумие. Статуя воздвигнута на высоте 710 метров над океаном. С площадки около статуи открываются просто невероятные виды на окружающую местность. Первоначально на гору Корковаду обратил внимание
молодой французский священник Пьер-Мари Босс в далеком 1859 году. Окна церкви выходило на гору Корковадо. Однажды, стоя у окна, он увидел захватывающий дух пейзаж, который вдохновил его идеей создания религиозного памятника. Пьер-Мари поделился своими мыслями с коллегами, и все его поддержали. Задумка хорошая, но из-за отсутствия денег оказалась неосуществимой. В 1882 году решили проложить железную дорогу к вершине горы, которая в дальнейшем оказала помощь в строительстве статуи. В 1921 году деньги на строительство были собраны, и статуя была возведена. Издалека монумент похож на большой крест, символ христианской веры. 9 долгих лет шла стройка монумента, и вот, наконец, церемония открытия состоялась 12 октября 1931 года. В ходе строительства инженер Хейтер де Сильва постоянно думал, что статуе чего-то не хватает, что ему нужно придать изюминку произведения искусства. Когда он понял, что ему все-таки нужно, он начал поиски подходящего материала и нашел его. Это оказался мыльный камень. Кусочки мыльного камня нарезали на 1000 треугольников и вручную приклеили к поверхности статуи. В июле 2007 года статуя Христа Искупителя признана одним из 7 чудес света. Колизей. Колизей – один из 7 чудес света и находится в столице Италии, в Риме. Колизей был построен очень много лет назад. Это строение заменяло римлянам театр и был любимым местом различных зрелищ. Там проводили гладиаторские бои. Это огромнейшее строение. В Колизее одновременно могло находиться до 70 тысяч зрителей. В середине XIV века сильное землетрясение обрушило южную стену амфитеатра. Великое сооружение превратилось в источник строительного материала. В настоящее время Колизей находится под государственной защитой. Обломки по возможности были вставлены на место. Этому уникальному строению около 2000 лет. Строительство его началось в 72 году нашей эры. А 7 июля 2007 года Колизей был включен в список новых 7 чудес света. Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу – это затерянный город инков. Расположен он в Южной Америке, на юге Перу. Одно из самых таинственных мест на Земле. Здесь жила высшая знать – жрецы, ремесленники и слуги. Жители покинули город внезапно. Испанцы, завоевавшие Перу в 15 веке, прибыли уже в опустевший город. Что стало с жителями Мачу-Пикчу, остается загадкой. Самые известные строения Мачу-Пикчу – это храм Солнца, храм 3 окон и солнечная обсерватория Интиуатана. Основателем Мачу-Пикчу называют великого индейского вождя Пачакутека. Индейцы построили надежную и неприступную крепость высоко в горах. О существовании Мачу-Пикчу мир узнал только в начале 20 века. В июле 1911 года его обнаружил американский археолог Хайрам Бингхэм. Город Петра. Петра – древний город, высеченный в скалах. Он находится в Иордании, стране, большую часть которой занимают пустыни. Петра заброшена уже многие сотни лет, но тысячелетия назад она процветала. Город был построен до нашей эры.
Петра была столицей Набатейского царства. Каким образом удалось выбить в скале такое высокое здание? Непонятно. Используя только зубила и молотки, местные инженеры добились потрясающего результата. В 2007 году Петру объявили одним из новых чудес света. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Пока-пока!